Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень рада вас видеть на своем канале. В связи с последними событиями, которые происходят в мире, ко мне стали часто поступать вопросы, как справляться со стрессом, как не впасть в глубокую депрессию. Буквально на днях мне позвонила моя знакомая и говорит: слушай, говорит, позвонила на Украину к своим родственникам, хотела, говорит, узнать, как у них дела, как у них там обстановка. Мне, говорит, тетка сказала: хуево, говорит, что новости не смотришь? И положила трубку. Я, говорит, себя так почувствовала, так плохо почувствовала, я, говорит, не знала, что делать мне в этой ситуации. То ли, говорит, мне звонить ее материть, то ли, говорит, мне сесть успокоиться, потом позвонить, либо, говорит, дать мне время, что тетка перезвонит мне потом, когда приведет свою логику в порядок. Что я хочу сказать, мои дорогие, в этой непростой ситуации люди, я не знаю, оставайтесь людьми. То, что я слышу, то, что я вижу, это, конечно, все ужасно. Родственники с родственниками не разговаривают, родители с детьми друг друга не поняли, опять не разговаривают. Какие-то конфликты на почве политических вот этих сейчас вопросов. Либо родственники просто ушли в молчанку и не собираются ни с кем общаться. Вообще в психологии выделяются три вида реакции: паника, агрессия и апатия. Нельзя в панике, в паникой ситуации, ни в коем случае нельзя бежать куда-то, дай сейчас я кому-то позвоню, сейчас я кого-то обматерю, или нужно сесть и поговорить сам с собой наедине. Нужно спросить у себя, что мне сейчас хочется: плакать, мне хочется ругаться, мне хочется кричать. Это вполне адекватная, вполне нормальная реакция живого человека. Да, сейчас сложилась такая ситуация, но мне нужно это пережить. Мне нужно переварить это. Можно использовать, в психологии есть разного рода для успокоения стресса, есть всякие техники, например, я уже в другом видео своем говорила и показывала, это нужно сильный глубокий вдох сделать в нос, насколько это возможно, и через рот выдохнуть. И так несколько раз. Потом вы почувствуете немножко в груди у себя облегчение. А уже только потом включать логику, рациональное мышление и уже думать о всей этой ситуации. А самое плохое – это подавлять в себе этот стресс, говорить, что нет, я не нервничаю, нет, я спокоен, все, меня здесь ничего не касается, будет отрыв от реальности, еще хуже, этот весь стресс, этот весь негатив уйдет к вам вовнутрь. И что хуже будет, может дойти до глубокой депрессии, из которой выйти потом самой очень сложно, вплоть до того, что приходится обращаться к психиатру. Что я хочу сказать, это как справиться в стрессовой ситуации, как помочь себе в этой ситуации. Нужно отвлечься на свои какие-то обычные дела, которые вы делали в своей повседневной жизни. Начать уборку в доме, делать уборку в доме, играться со своими детками и, конечно же, делать те вещи, которые вас делают счастливыми. Например, какие-то, может быть, опять же, занятия с детками или там искать какие-то более позитивные эмоции. Например, посмотреть какой-нибудь фильм для всей семьи, и для деток, и для вас. Не включать новости, не включать источники интернета. Мне моя тоже знакомая говорит: слушай, сижу целыми днями, не могу оторваться, целыми днями я смотрю эти новости, у меня уже, говорит, крыша едет. Установите себе режим дня, что вот каждый день будете смотреть новости, например, во столько-то, полчаса достаточно. Отключайте телефон, отключайтесь от этого информационного потока, который может свести с ума. Что еще немаловажный пункт: отделите себя от политики, отделите себя от руководства, от власти. И политика – это штука очень сложная, а мы, простой народ, мы простые люди.
Еще очень важный пункт это дать отдыхать своей нервной системе, не нагружать ее, отдыхать, переключаться на свои, как я уже говорила, обычные бытовые дела. И главное, нужно думать о настоящем времени, о том, что происходит здесь и сейчас, что я живой, что я здоровый, рядом окружающие детки, окружающие родственники мои тоже живы-здоровы. И когда наступает у вас панические вот эти сердцебиения у вас начинает, когда вы чувствуете, что вы сейчас опять будете паниковать, вы должны себе постоянно об этом напоминать, что я сейчас в порядке, что моя семья в порядке и все. Да, многие родственники сейчас друг с другом ругаются, говорят, да, ты там сидишь себе, у тебя все в порядке, а я тут взрывы, у нас тут ужасная обстановка. Главное это не путать чувство вины с сочувствием. Это совершенно две разные вещи. Не должны себя накручивать, как моя знакомая говорит, слушай, сижу, кушаю, а думаю, блин, а почему я сейчас кушаю? Там вот люди, наверное, голодные. Вот это вот чувство вины, не нужно его постоянно себе вот это прокручивать, накручивать себя. Вы этим не поможете ни себе, ни тем людям. И когда вы встречаетесь или разговариваете с родственниками, с родными, прежде всего это уважение. Уважайте мнение и то, что думает человек, сидящий напротив. Оно не всегда будет совпадать с нашим мнением. Это не значит, что мы должны попытаться понять этого человека, с какой стороны он думает. Может быть, он думает со стороны своей паники, может быть, он думает со стороны отрицания. В этот данный момент подумать, сделать вывод для себя, нужен ли вам с этим человеком в данный момент этот политический спор, политический разговор или вообще тема политики, нужна ли вам сейчас, уместна ли она сейчас. Не советую политические темы открывать в кругу семьи в Турции. В Турции народ очень горячий, и на фоне этих споров здесь бывают такие моменты, что потом семьями, друзьями, потом они многие долгие годы могут вообще не разговаривать. Что у всех на разные ситуации разный способ реагирования. Меня спрашивают, как разговаривать с детьми, чтобы они не паниковали. До этого я новости Турции тоже там записала кусочек про детей, но еще раз я повторюсь и сейчас. С детьми, конечно же, нужно разговаривать, но разговор должен больше исходить не от вас, а дайте инициативу вашему ребенку, чтобы он поговорил, чтобы он выразил все свои эмоции, чувства, и тогда и ему будет тоже легче. Но нужно разговаривать про войну, нужно говорить правду, но не ту суровую реальную правду, а в мягкой форме, что да, такая ситуация случилась, и нужно говорить это детям, подавать эту информацию не в таких эмоциях, что вы сейчас пойдете кого-то бомбить, а довольно-таки спокойными эмоциями, спокойным ровным голосом. Ребенок от вас не чувствовал тревоги, какой-то ненависти, чтобы ваши эмоции относительно были ровные. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Если вам была полезна эта информация, обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк. И если вы меня потеряете, специально для российских граждан я открыла Яндекс.Дзен. Имейте в виду, так что переходите